Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на этом канале я показываю, как можно создавать классные декорные интерьеры своими руками. Но сегодня мы немножко отвлечемся от интерьеров и обратим свой взор на аксессуары, потому что я просто не могла пройти мимо вот этих крутых сумочек из бусин, и, конечно же, мне захотелось сделать самой такую же. Главный вопрос, который интересует всех такого рода видео, это сколько конкретно бусин ушло на сумочку, и я не поленилась, посчитала, и обязательно вам все расскажу. Ну давайте все по порядку. Я загорелась идеей сплести сумочку, но так как бусин у меня пока не было, я решила потренироваться на бисере, от масштаба схемы не меняется, и нужная форма у меня получилась только с третьего раза. Первые две вышли не очень, а вот эта желтенькая уже получилась как надо. Ну какая она милашка. Я заказала стеклянные бусы Рандели, по длинной стороне они 6 мм и по короткой 4 мм. Это стекло, и я даже проткнула палец одной из треснувших бусин, так что будьте аккуратны, это не такое безопасное производство. Для плетения нам понадобятся сами бусины, у меня здесь 900 штук, и спойлер, этого количества мне не хватило. Леска 0,45 мм и ножницы. Начинаем плести. Основная схема – это ромбики. Вот так будет выглядеть полотно. Начинаем мы с дна сумки. Я беру достаточно длинную леску, чтобы пореже закреплять, но она путается и плести не очень удобно. Здесь выбираем либо частые узлы, либо неудобства в плетении. Нанизываю на леску 4 бусины и противоположным концом лески прохожу через последнюю бусину навстречу. Так у нас получается первый крестик. Я покрасила кончики лески в красный и синий, чтобы было понятнее. Набираем на синюю леску 2 бусины, на красную 1 бусину и проходим красной леской навстречу в последнюю бусину. Так у нас получается второй крестик. И теперь продолжаем также набирать следующие крестики. 2 бусины на один конец, 1 бусина на другой конец и леской навстречу во вторую бусину. Нужно очень хорошо затягивать леску, чтобы плетение было ровным и крепким, и не выглядело вот так. В длину донышка должно быть 20 крестиков, и когда я набрала 19, нужно развернуть направление лески. На один конец набираем 3 бусины и проходим другим концом навстречу в последнюю бусину. Таким образом мы развернули леску для дальнейшего плетения. Теперь начинаем новый ряд. Новый ряд всегда 3 бусины. Набираем 3 бусины на внешнюю леску, противоположный конец продеваем навстречу в последнюю бусину. Теперь нужно закрепить этот крестик с предыдущим рядом. Продеваем ближайшую к первому ряду леску в соседнюю бусину. Как всегда, очень хорошо затягиваем. На внешнюю леску набираем 2 бусины и в последнюю проходим навстречу противоположным концом лески. Затягиваем и снова все повторяем. Таким образом плетем ряды. Когда леска заканчивается, завязываем тройной узел, очень хорошо затягиваем. Тут я, кстати, додумалась использовать плоскогубцы, потому что голыми руками затягивать леску не очень приятно. Не отрезаем концы сразу, а прячем их хаотично в соседние бусины. Новую леску продеваем в 2 последние бусины и продолжаем плести крестики. Я сплела прямоугольник 20 на 7 крестиков. Это дно будущей сумочки. И теперь начинаем плести стенки. Я добавила еще один 8-й ряд. Это будет начало одной стенки. Загибаем этот ряд под углом 90 градусов и формируем первый угол. Заводим леску в соседнюю бусину на короткой стороне. На внешнюю леску набираем 2 бусины. Противоположным концом проходим через последнюю бусину. Как обычно, делаем крестик. Таким образом мы сделали первый угол
И дальше продолжаем набирать ряд. Когда доходим до угла, просто поворачиваем ряд. Когда ряд заканчивается, у нас образуется крестик из 3 бусин, и нам нужно добавить только одну, чтобы его завершить. Пропускаем леску через эти 2 бусинки. Нанизываем одну бусину на любой конец лески и пропускаем второй конец навстречу через нее. Таким образом мы завершаем первый ряд. Для следующего ряда набираем 3 бусины на одну леску, пропускаем другой конец через последнюю бусину. И дальше продолжаем ряд как обычно. Новый ряд — это всегда 3 бусины. В общем, тех 900 бусин мне хватило только на 5 рядов при таком размере дна. Я заказала еще, и часть новых бусин пришли в другом оттенке, поэтому я решила распустить всю сумочку и начать заново. Я оставила дно размером 15 на 5 крестиков, и оставшиеся 5 крестиков будут стенкой. Загибаю этот кусочек. И так же, как раньше, начинаю ряды. Так как леска у меня была сверху, сначала я довела ряд до дна, и потом начала набирать ряды, как в прошлый раз. Я перемешала все бусины, чтобы разные оттенки расположились в хаотичном порядке. В итоге у меня получилась корзинка размерами 15 на 5 и высотой 12 крестиков. Теперь эту заготовку нужно стянуть по бокам. Для этого отсчитываю 6 крестиков и продеваю леску в 3 центральные бусины. Потом продеваю концы лески навстречу в одну бусину, затягиваю. И теперь продеваю концы лески наверх в соседние бусины. Снова продеваю леску в одну бусинку и дальше продвигаюсь так наверх. Добавляю последнюю бусинку в верхний ряд. У нас получилась основа для ручки в виде крестика, и теперь мы будем набирать крестики наверх и наращивать ручку для сумочки. Набираю на один конец лески 3 бусины, пропускаю другой конец навстречу в последнюю бусину. Продеваем нижнюю леску через соседнюю бусинку, а на верхнюю набираем 2 бусины и пропускаем другой конец лески навстречу. Снова пропускаем нижний конец в соседнюю бусину и набираем 2 на верхнюю. Делаем крестик. Для следующего крестика нам нужно добавить только одну бусинку. Пропускаем нижнюю нитку в соседнюю бусину и в боковую бусинку первого крестика. Добавляем одну бусину. Так мы сделали первый ряд ручки и дальше продвигаемся в том же ключе. Один ряд — это крестик из 3 бусин, 2 бусин, 2 бусин и 1 бусины.
Таким же образом я стянула край и набрала ручку с другой стороны. Когда ручка будет достаточной длины, тут вы решаете сами, какая длина вам нужна. Концы нужно скрепить. Набираем по одной бусине на каждый конец лески и пропускаем оба конца навстречу в бусину с другой стороны ручки. Смотрите, чтобы стороны ручки здесь совпадали. Хорошо затягиваем и дальше пропускаем леску через соседние бусины на другую сторону. Добавляем одну бусину и пропускаем оба конца лески через нее. Пропускаем леску через все бусинки, чтобы плотно скрепить ручку. Хорошо затягиваем. Завязываем на 3 узла. Потом пропускаем леску внутрь ручки, чтобы спрятать узелок. Концы лески пропускаем через рандомные бусины и обрезаем. Теперь сделаем длинный плечевой ремень. Продевая леску в третью снизу бусину на боковой грани. Набираю 2 бусинки и пропускаю другой конец лески в обе эти бусины. Затягиваю и повторяю это много-много раз. Я посмотрела на этот ремешок, поняла, что он мне не нравится, и решила просто нанизать бусины на двойную леску. Длину лески лучше сразу брать в длину ремешка, чтобы не соединять посередине, как это делала я. Я также пропустила леску через центральную бусину на боковине и нанизывала бусины на обе лески. Когда ремешок уже достаточно длинный, продеваем леску в симметричную бусину с другой стороны и завязываем узел внутри сумки. Концы, как всегда, хаотично прячем в другие бусинки. Осталось прикрепить клапан. Я сплела прямоугольник 11 на 10 крестиков и соединила с основой сумки, добавляя недостающие бусины в крестики. Закрепляю концы лески, как обычно, и на этом сумочка готова. Сумочка у меня получилась вот такого размера, и на эту малышку у меня ушло 1900 бусин. Так сразу и не скажешь, да? И я истратила на нее полный моток лески, по-моему, там было 35 метров. Из-за того, что бусины стеклянные, сумочка получилась довольно-таки тяжеленькая, по-моему, грамм 350 она весит. Ну, такая достаточно увесистая. Поближе можете посмотреть, как оттенки бусин смешались, и мне кажется, это такой прикольный эффект, хотя сначала я расстроилась, что бусины пришли не того цвета. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Напишите, пожалуйста, ваши впечатления в комментариях, обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, и также подписывайтесь на меня в Яндекс.Дзене, если вдруг что, я буду там. И до встречи в новых выпусках.